Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы будем тестировать телефон Nothing 1. Вы уже знаете, что это самый расхайпенный смартфон, какой только есть за последние, наверное, года два. Почему года два? Потому что его 2 года делали. То есть все, что эта компания сделала за 2 года, это телефон и наушники. Но мы не будем о грустном, будем о хорошем. Максимум разрешения 4К 30 FPS. Традиционно мы снимаем вход и выход именно на этот девайс. Ничего космического он не показывает. 4К 60 FPS, разумеется, нет. NFC в наличии, минимальная защита от влаги в наличии, но тестировать я ее не буду, потому что смартфон изначально имеет довольно большое количество вопросов, но о них, как всегда, в конце. NFC, разумеется, есть беспроводная зарядка на 33 Вт, реверсивная на 5. Помимо этого, быстрая зарядка, но быстрая в 2022 году на 33 Вт. Это такое себе, вы же понимаете. В комплекте вы увидите дальше распаковку. Очень оптимизированный процессор для смартфонов чуть-чуть ниже среднего класса. Очень неплохой экран для смартфонов чуть-чуть ниже среднего класса. Но яркость пиковая 1200 нит, это уже ближе к премиуму. Понятно, не 1800, как у Samsung. Но все-таки габариты просто нереальный космос. И если брать iPhone 13 Pro Max, который с ним все время сравнивают, этот все-таки значительно шире. 9 из 10 человек, которые не видели его в рекламе, будут спрашивать: это что, новый iPhone? А это чехол такой? Ну, в принципе, все для начала. Я думаю, вы и так о нем знаете уже многое. Смотрим. Вот такая упаковка. Это канал Польза.нет. Я покупаю много девайсов. За последние несколько лет их было, скорее всего, уже несколько тысяч. И я о них вам рассказываю. Приятная штука в плане отрывания корочки. Сам смартфон упакован довольно приятненько, в принципе, как и все. И самое главное, что вы должны сразу понимать, что здесь, несмотря на наличие зарядки беспроводной, здесь отсутствует защита от влаги какая-либо. Если мы берем какой-нибудь Samsung, допустим, A53, пусть у него стоимость в 2 раза ниже, на Али, если покупать, но у него есть защита от влаги, то есть это фишка Samsung. Включаем смартфон, надеюсь, что изначально здесь не будут такие же недостатки, как у многих пользователей, которые купили, у них там камеры запотевали, еще что-то. Я считаю, что брак бывает у всего, и в этом смысле OnePlus точно не виноваты. К слову, с ними идут в комплекте, если вы покупаете в ЕС, вот такие наушники. И раньше я делал на них обзор в тот момент, когда они стоили космос. Потом Nothing уменьшила цену, получается, в 2,5 раза. И в целом я их теперь могу советовать. Если будет то же самое со смартфоном, и он станет стоить до 300 евро, то, наверное, я его советовать смогу. Сейчас это из разряда рассказ вот сегодня. Если вы смотрите этот обзор уже на тот момент, когда этот смарт стоит 300 евро, то не обращайте внимания сильно на недостатки. Я рассказываю о девайсе, который у меня сегодня на руках. И альтернатив ему море, я о них вам обязательно расскажу. Мы имеем кабель с Type-C на Type-C. И все. Коробочка пуста. Никакой супер там какой-то штуки из разряда наклеек. Ничего нет, но зато есть нестандартный ключ для извлечения карт памяти. В данном случае сим-карт. Лоток у нас прорезинен, но здесь можно запихать только 2 симки. Если брать по весу, 195 граммов. Обратите внимание, что телевика здесь нет, но есть направленный микрофон, за что огромный плюс смартфону. К сожалению, нет мини-джека и нет ИК-порта. 159 мм в высоту, 75 в ширину, толщина у него 8,5 мм, с блоком камер 9,97. Рамка металлическая, на грани. Стоять спокойно может. Примерно как Realme C35 за 8000 рублей. Подобные крышки а-ля чехлы вы можете приобрести на Алиэкспрессе уже давно. Потратите 400-300 рублей, и вам вместе с диодами, которые здесь мигают, все это дело придет. Есть еще вариант вот этого смартфона в черном исполнении. Если этот ролик зайдет в черном исполнении, я тоже приобрету смарт и смогу вам о нем рассказать. Лоток под сим-карты плотно не заходит. Я не знаю, в чем причина, но опять же конструктивно. Я читал про большое количество брака, у меня хотя бы кнопки не отваливаются и пока не запотело стекло, но это пока. Type-C-шник плюс в карму находится четко по центру. У меня завис Nothing за 50 000 рублей. Ну что это такое?
Все, что вам нужно знать о Nothing, вот вы сейчас видите. И не говорите мне, что я покупаю специальный бракер. Логично, что если бы я брал у какого-нибудь продавца, он бы мне дал из партии их 3 штуки, и я бы все это дело в ролике запилил бы красиво. Но на данный момент я вижу, что смартфон мне придется сбрасывать. Насколько удачно это будет, вы узнаете в ролике. Пока... О, вибра сработала. Пока тач не реагирует, я вижу надпись Welcome, Google и стрелочку, которую не нажать. Смотрим! Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого, 30 числа мы разыграем еще в июле соневские наушники, плюс у нас на подходе еще Infinix 12 Pro и защищенный смартфон. Подписывайтесь с колоколом, подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи, нас 15 тысяч человек там и скидок 62 тысячи человек. Перейдем же к смартфону. Полетели. Поставляется данный девайс в 2 вариантах расцветки. Это черное и белое. Дизайн для Nothing стандартный, а вот в ряду с другими смартфонами от других производителей это что-то новенькое и необычное. Внешне смартфон выглядит максимально футуристично. К слову, еще раз повторяю, что очень многие, кто видели этот смартфон у меня в руках, первое, что спрашивали, это новая версия айфона. Почему, я думаю, вы догадываетесь. Тыльная часть из стекла Corning Gorilla Glass 5 серии. Рама алюминиевая, притом она довольно быстро царапается. Я уже поцарапал. Также производитель заявляет о том, что смартфон изготовлен из 100% переработанного алюминия. Сборка хорошая, материалы качественные, но у меня претензии к тому, как сидит в своем месте слот для сим-карт. По мне, сборка вот в этом месте не идеальна. В руке смартфон лежит хорошо и ощущается довольно легким. Прямые грани не натирают, но из-за габаритов, разумеется, одной рукой пользоваться им затруднительно, но возможно. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, что, конечно, неудивительно, но хотелось бы версию получше. 3 микрофона, динамики основной и разговорные, звучание здесь стерео, качество звука хорошее, но на 100% громкости звук слегка мутный, и вдобавок по корпусу чувствуется вибрация у крышки. Минус, кстати, еще в том, что кастомного эквалайзера или пресетов в стоке нет, а к плюсам я отнесу действительно хорошие рингтоны, которые сопровождаются приятной тактильной отдачей и глиф с подсветкой. Да, фишка, которая многих интересует, это глифс. Ничего невероятного в этом нет, так как подобное мы могли наблюдать в игровых смартфонах. Правда, все об этом забывают. Но мне лично понравилось, как ее реализовали в данном смарте. Смартфон имеет защиту от брызг и воды класса IP53, что хорошо, но, повторяюсь, топить я его не собираюсь, просто маленького дождичка он не боится. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED-экраном на 6,55 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5 серии. Матрица экрана абсолютно плоская, что меня очень даже радует. Глубина цвета 10 бит, HDR10+ на борту, контрастность 1 к 1, плотность пикселей 402 ppi, что очень хорошо. Яркость 500 нит, а пиковая яркость 1200. При прямом попадании света на экран с включенной автояркостью яркости хватает. В солнечный день вглядываться в экран не приходилось. Но, честно, хотелось бы больше, так как обычных 500 нит без автояркости реально мало для солнечного дня. Опять же, это мой user experience, у вас может быть другой. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, на выбор также есть 60 Гц, и производитель заявляет о адаптивной частоте. Правда, не совсем понятно, как она здесь достигается. Тач на честные 270 Гц, тест на дискретизацию касания вы можете наблюдать на экране, и в целом я более чем доволен результатом. Соответствует. DC-димминга в наличии нет, шим же на 100% яркости 4,3, на 57, на минимальной 17,2, а на нуле 7,5. Показатели шима хорошие, глаза от экрана не устают и дискомфорта я не ощущал. Автояркость работает отлично и быстро подстраивается под освещение. Под разными углами тон картинки слегка бросает в холодный оттенок. Далее мультитач в 10 касаний на борту. Разблокировать экран можно при помощи оптического сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев расположили низко, работает у меня он хорошо, но долго. Вполне возможно, с новыми прошивками это дело допилят, но сейчас вот так. Промахи иногда проскальзывают, и идеальным я его однозначно не
не назову. Распознавание лица срабатывает даже под углом, но тоже не совсем быстро. К слову, в первой прошивке он вообще не заработал. Вот когда новая, последняя прилетела перед самым обзором, наконец заработала. Подбородка у экрана нет, рамки симметричные, и да, они прям очень заметны. В целом цветопередача у экрана хорошая, но настроек в стоке по персонализации экрана довольно мало. И я не думаю, что их будет больше. Не особо он там космический, никакого LTPO здесь нет. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 778G+, техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами. Максимальная частота которого 2,5 ГГц. Графический процессор наш обвесик Adreno 642L, а также на официальном сайте указан еще Hexagon 770i. Интерфейс Nothing OS первой версии на базе Android 12 версии. Интерфейс доступен на русском языке. Интерфейс схожий очень с интерфейсом на пикселях на 12-м Android. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128 либо 256 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 версии, поддержка 5G сетей, что нас пока не особо интересует. Для 4G 7 и 20 бенды на борту, что хорошо, так как связь смартфон ловит отлично. Звучание во время разговора меня порадовало, как и работа микрофонов. Датчик приближения не подводил, что хорошо. Запись разговора в стоке есть, но с уведомлением о начале записи. VO LTE, VO Wi-Fi на борту, за что отдельное спасибо. Вибромоторчик, повторяюсь, тактильно приятный, но не настраиваемый, и флагманским я его не назову, он просто хороший. Bluetooth версии 5.2, напоминаю, что есть уже 5.3, то есть он не последний. Смартфон оснащен модулем NFC, можно установить MirPay и спокойно оплачивать NFC модулем, хотя опять же, правильно, мы уже QR-кодами спокойно оплачиваем через приложение. В настройках можно обнаружить экспериментальную функцию подключения к Tesla. По факту на данный момент эта функция вроде не работает, но даже если работает, вы понимаете, какому проценту людей это актуально в нашей стране. Минимум. Из навигации на борту от GPS, BDS, Galileo, GLONASS и QZSS. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров, что для Qualcomm стандартно. Емкость аккумулятора 4500 мАч. В PC-марке устройство выдало 7 часов 43 минуты. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости, но с 90% заряда. То есть, проще говоря, он за 70% заряда прожил 7 часов 43 минуты. Это прям очень хорошо. Смартфон поддерживает Power Delivery версии 3.0 и Quick Charge версии 4.0. Заряжается он от зарядного устройства на 67 Вт, на 60% за 40 минут, от 0 до сотки потребовалось 1 час 13 минут. Да, где наши 30 минут у Realme, да? В целом, время зарядки практически такое же, как и заявляет производитель, от 33 ваттов, что здесь является максимумом. Беспроводная зарядка на борту стандарта QI на 15 Вт и реверсивная на 5 Вт. За 1 час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi у меня уходит 17%. За час игры в Genshin Impact улетает 25%. Играть можно даже на максимальных настройках графики при 60 FPS, но в итоге мы получим редкие подвисания. Чтобы играть без проблем, советую выставлять средние настройки графики. Опять же, долго вы рубиться не сможете. Почему? Потому что я в Твиче уже благополучным образом тестировал. На лайв-канале вы можете посмотреть, и в принципе он у меня вылетел через 38 минут. Просто Genshin завис, притом на рекомендованных настройках, а не на максимальной графике. И потом смартфон был тепленький, проскакивали фризы, даже на 30 FPS. То есть 10-15 минут для ролика вы красиво снять можете, но если вы планируете играть больше часа, у вас это точно сделать не получится на этом процессоре. В Diablo Immortal на максимальных настройках графики, которые были доступны смартфону, показал себя хорошо. Никаких подвисаний у меня не было, а также дела обстоят в танке и в Standoff 2. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит нерадужно. 233 гипса минимально, максимально 312, в среднем 242 гипса на 100 потоках при 30 минутах. Где наша хваленая стабильность, а? Nothing. В Geekbench в синглкоре 714, в мультикоре 2828, 3D Mark показал Slingshot 7055, Slingshot Extreme 4649, Wildlife Stress Test 2546, Wildlife 2814, Wildlife Extreme Stress Test 771, Wildlife Extreme 759, Vantutu выдал 534 тысячи попугаев, Storage Test показал неплохие 62 тысячи, 45-минутный стресс-тест прошел не лучшим образом. Я обращаю на это особое внимание, так же, как особое внимание обращаю на то, что очень давно у меня средний даже ценовой сегмент не проходил Slingshot и Slingshot Extreme не на максимум. В AI Tutu смартфон выбил максимально скромные 431 тысячу. Все эти цифры нам говорят о том, что оперативка здесь супер, внутренняя память супер и по скорости, и по всему остальному. Может быть сбалансированность, но мощи здесь нет. Запаса у него ни на год, ни на 2 нет точно. Далее. Основной блок камер
камер с тыльной части состоит из двух модулей – LED-вспышки и направленного микрофона. Основной сенсор Sony IMX766 на 50 мегапикселей с оптической и цифровой стабилизацией. Сверхширокий сенсор Samsung JN1 на 50 мегапикселей с углом обзора в 114 градусов и цифровой стабилизацией. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 4К 30 FPS. Оптостаб отрабатывает хорошо. Если включить дополнительную стабилизацию, то картинка, разумеется, кропается, но кадр становится намного статичнее. Также есть функция, при которой во время записи видео на тыльной части горит красный индикатор, если идет запись видео, что довольно удобно. Замедленная съемка имеет максимальное разрешение 1080p 120 fps, фронтальный сенсор Sony IMX471 на 16 мегапикселей, максимальное разрешение для съемки видео максимально BBK-евское 1080p 30 fps. В стоке смартфон имеет небольшое количество различных режимов для видео и фотосъемки. В основном это стандартные режимы. Качество фотографий с основного модуля неплохое, от видеосъемки ожидал лучшего. Но в целом цветопередача хорошая, но не для этого ценника, за который я приобрел данный смартфон. Возможно, вы будете приобретать в 2 раза дешевле, за эти деньги супер. Короткие примеры вы сейчас увидите. 1080p 30 fps, тест работы в фронталке в лифте. Телефон ни о чем, nothing, ну вы поняли. Странная очень обрывистая съемка. Здесь я хочу сказать, что можно переключаться на X2, максимальный X на фотографии, X20, но в вечернее время, что фото, что видео. Если сказать, что не потребно, ну, чуть-чуть лучше уровня бренда BBK в аппаратах за 1009. Возможно, где-то что-то они допилят, они взяли эти сенсоры соневские и все. И сказали, а мы сделаем ПО. Ну и, в общем, автофокус, кстати, раз, два. Работает лучше, чем на OnePlus Ace, но единственное, картинка идет с очень серьезным запозданием. То есть я поднял смартфон, а картинка плывет. Может быть, оно даже и лучше для того, чтобы здесь была большая плавность. Но это мы посмотрим уже в примерах. Ну, вы сами видите вот этот шум, сами видите руку, которую он не может снять. И это не попытка хейта, это к тому, что аппарат не то что зелен, а в плане камеры он на уровне смартфонов, ну максимум за $200, если не хуже. И когда я хейтил Infinix, вот пожалуйста, оптическая стабилизация, разумеется, не работает в 4К 30 FPS, а мне, я думаю, как и вам, глубоко все равно на ее наличие, если она не работает в 4К вообще никак. Вот сейчас я включил стабилизатор, почему-то, по какой-то неясной мне причине все время ловят мигание, ну, частота, по сути, съемки, я не знаю, хотя то же самое сейчас снимал с 4 смартфонов, и только у OnePlus вот такая беда, притом во всех режимах. Но это лирика, в целом стаб, ультрастаб работает хорошо, хотя качество вы сами видите. Повторяюсь, не попытка захейтить, я очень рад, что появился новый бренд. Это хорошо. Чем больше брендов, тем лучше, тем интереснее, тем больше обзоров можно снимать. X2 можно переключать кнопкой. Можно ставить на паузу, можно фотографировать параллельно. Фронталка, ночь, 1080p 30 fps и стаб, можно сказать, нулевой. Просто нулевой. И даже если бы он был не нулевой, вот с 2 рук я снимаю, ну, чуть-чуть лучше, да. Говорю, как среднебюджетный смартфон, который не средний, а низкобюджетный. Но сама картинка, но она удручает. Она просто удручает. Лучше бы вообще фронталку убрали. Были бы вообще супер-мега необыкновенными и необычными смартами. Вообще очень хочется отметить такой момент. Я уже логично посмотрел достаточно обзоров, притом в российском сегменте почему-то не уделяют время вообще никакой камеры. То есть минимальное количество времени показывают, как она работает, минимальное количество времени показывают фотографии, разницу. Я не знаю, как можно так трясущимися руками, не знаю, пьяным снимать, чтобы этот аппарат мог конкурировать с чем-то из первого эшелона. Это скорее все-таки второй эшелон. Но посмотрите, вот сейчас на картинку посмотрите. Я не знаю, что у меня так лагало. У меня так ничего не лагало никогда. Даже защищенные смарты так не лагали по съемке. Разумеется, все спишем на то, что у меня бракованный смарт. Более у Nothing ни о чем достаточно брака. Достаточно, но не в ПО же, а получается и в ПО.
Потому что сенсоры-то работают. По поводу роллинг шаттера, я его, кстати, вижу. И роллинг шаттер здесь тоже есть. 1080p 60 fps, днем качество более-менее. Но если, разумеется, брать X10 максимум, я не знаю, зачем здесь X, если такое ужасное качество. Хотя, по большому счету, без штатива, да даже со штативом мало у кого без телевика, даже X5 или X3 космос качество. 4К 30 fps и, разумеется, HDR подключается только в 1080p 30 fps. Съемка, по ощущениям, какая-то рваная. Ну, у вас может быть какое-то другое впечатление от нее. Немного фронталки днем, и раз 300 я, наверное, за ролик вам напомню, что я ночью сегодня, получается, где-то до 4 утра на Твиче вел стрим с этого смартфона, то есть работала фронталка в 720p. После этого у нас была попытка проверить его автономность. Он прожил на минимальных настройках рекомендуемых 38 минут. Через 38 минут он завис Genshin и вылетел Twitch. После этого я поставил настройки еще ниже, снова запустил, и дальше мы уже добили до часа. За час примерно он съел 25%, но вы должны понимать, что опять же это с 62. И по моим опытам, опять же, почему я стримлю на Твиче и почему я решил все-таки проверять так автономность аппаратов в играх, когда ты играешь, первый час может поедать со 100%, допустим, 16, потом 27, потом 34 и вплоть до 40 даже в самых топовых яблочных девайсах. То есть желательно вообще их гонять со 100% до нуля. Напишите, кстати, хотите ли вы, чтобы я это сделал. Только что я долбанул смартфон, и теперь он у меня поцарапан. Так что вся эта алюминиевая рамка, ну, увидите в ролике, очень быстро подвержена любым видом царапин или еще чего-то. Я еще раз повторяю, за ролик несколько раз повторю, что как только этот телефон станет стоить примерно так же, как наушники, когда они дропнулись там за 3-4 месяца, сначала их был дефицит, потом все их поюзали, поняли, что ничего в них особенного, кроме прозрачного пластика, нет, и стали продавать по 5000 на Алишке, на eBay, и до сих пор это можно сделать. То же самое будет со смартами, я очень надеюсь, потому что брака космос, ПО лагает с момента старта и потом. И так у всех, в принципе, и у Яблока, и у всего остального, но так, чтобы при первом старте холодном у меня смартфон сразу зависал, потом в инженерное меню было не зайти, ну, у меня такого не было. То есть хорошо, что он заработал. Это мой user experience. Мог бы не заработать, тогда бы ролика вообще не было. Но вот так. Напоминаю, что на Твиче проверяется в первую очередь автономность и возможность гонять в игры больше 10-15 минут, потому что вы видите по аккаунтам блогеров, они не особо зарубаются, у меня тоже там в Геншине не космос, но у меня два получается АК, один на 25 левел, другой на 20, и в принципе тестим, пишем. Тест фронталки в штатном переходе, сами видите, как работает. 4К 30 FPS, переход у Мурина. И не так все плохо, но плохо. Как говорится, у меня талант просто раздалбывать смартфоны. Сначала Asus ROG Phone 5 Pro. Я раздолбал экран, теперь этот коцнул, но не разбил хотя бы. Видите позади меня? Там должны быть тучи. И чуть-чуть тучи вы видите, кстати. Если, допустим, лицом к солнцу встать, то все намного лучше. Но, опять же, напоминаю, что фронталка здесь по фото и видео, ну, нет смысла вообще сравнивать с какими-то топами. Возможно, они когда-то что-то допилят, но на данном этапе жизненного развития это уровень аппаратов за 16-17 тысяч на Али, опять же. Значит, в рознице, не знаю, 25. Но этот в рознице 50, а если вы сможете приобрести это за рубежом и привезти сами, то там в районе 30 тысяч рублей, почему нет? 8128. Опять же, поиграться и перепродать потом. Ну, а если здесь с Авито абсолютно нет, подождать 3-4 месяца, мне кажется, хайп утихнет, выползет еще больше брака, еще больше недостатков, люди поймут, что он не может ни снимать, играть в него нельзя. Да, он красивый, дети и женщины реагируют на него. О, какая классная штука, это новый iPhone. Вот первая эмоция тех, кто у меня видел этот смарт. Думаю, у вас, наверное, будет такая же. Наверное. И у основной камеры Ультрастап работает 1080p 60 fps. Кстати, а не в 30
после последней обновы. То есть вы, скорее всего, увидели примеры съемки в 60. И я скажу, ну, стаб в 1080p с ультрастабилизацией отрабатывает хорошо. Даже не неплохо, а хорошо. Опять же, нужно будет смотреть в исходнике, потому что это как с Pixel 6 Pro. У тебя просто невероятная картинка на смартфоне, когда ты смотришь. А когда выгружаешь на десктоп, планшет, ноутбук, у тебя получается либо артефакты, либо какие-то фризы, либо какой-то перекрут с цветами. Я не знаю, в чем там тема была с кодировкой, но когда я тестировал, это была печаль печальная. Еще у фронталки при использовании вспышки, не знаю, зависало его около 5-6 секунд. И с новой прошивкой это дело так и не поменяли. Я в ролике об этом сказал уже. Проверяем микрофоны, и сейчас вы услышите журчание воды. Хотя, опять же, лучше послушать микро в Твиче, как отрабатывал. Почему-то первые 40 секунд он подвисал. Опять же, прошивка. И, разумеется, это было в 1080p 60 fps с суперстабом. Минусы: комплект поставки уж больно экологические, а прямо скажем, они на нас экономят. Ни чехла, ни зарядки в комплекте нет. 33 ватта зарядка, как по мне, маловато за этот прайс. Нет возможности подключить eSIM, нет возможности расширить память. Псевдостерео, не хватает яркости, нет телевика, нет мини-джека, нет 60 FPS и не будет на основной фронталке. Шрифт под кириллицу не оптимизирован и неизвестно, когда его оптимизируют. Глюки в прошивке лютые, но спишем это на старт продаж. Царапается он на ура. Рамки огромные. Вопрос трехгодовой поддержки, которую они обещают, открыт, потому что если они будут его поддерживать так же, как сейчас, ничего хорошего из этого не выйдет, если они вообще останутся на рынке. Они его 2 года делали. Нет никаких фишек из разряда управления движениями или еще чего-то, каких-то супер инноваций, хотя бы технологических. Диоды придумали до них, еще раз повторяю, в игровых смартфонах. Впрочем, там не просто диоды придумали, как вы помните, что во многих смартфонах есть еще с тыльной части даже отдельный экран. И неоправданно высокий ценник на старте, опять же, списываю это на то, что с наушниками была такая же история, они стоили в 2 раза и где-то в 3 раза дороже, чем сейчас. Еще раз повторяю, что на Али они 5000, а стоили когда-то 15. На eBay и на Амазоне можно еще дешевле вырвать. Надеюсь, со смартфоном будет то же самое. Резюмирую. Резюмировать хочу довольно нестандартно. Это идеальный, великолепный смартфон, который я советую просто всем. То есть я бы реально его бежал и покупал. Но ценник у него должен быть 23 тысячи рублей. Предел. Почему? Очень просто. Он не про съемку. Видео и фото вы видите, здесь не космос, это обычный стандартный смартфон на уровне OnePlus Ace Race Edition за 18-21 тысячу рублей, либо Poco X4 GT. Притом здесь тоже нет 4К 60 FPS, то есть мы забыли про съемку, потому что фронталка здесь такой же ужас, как, допустим, у всех BBK. Не зря он там работал в OnePlus, правда? Создатель. Следующий момент. Если брать игры, 38 минут в Геншине на минималках, и он вылетает, притом еще вылетал до этого раза 2 в начале, загружается долго. Но это точно смарт не про игры. То есть не про фото, не про игры. Если про фишки, как у Samsung, у их бюджетников, здесь нет защиты от влаги. То есть не про фишки. Про экосистему, почему мы покупаем Apple, почему мы покупаем Samsung, почему мы покупаем многие телефоны Huawei. У нас телевизоры, планшеты, ноутбуки. Что есть у Nothing? Nothing, ну ничего. Наушники. И к чему они здесь? Не знаю, они тоже прозрачные, но вы примерно поняли. И про что он тогда? Подождите, я забыл, диоды. Или можно купить. Ну, не в этом дело. В общем, в целом, за 23-25 тысяч рублей это просто цвет, блеск, красота, а не мобила. Потому что они обещают 3 года поддержки для нее. Но учитывая, что они 2 года ее только создавали и создали один смартфон на довольно слабом процессоре, с космическим ценником, без зарядки, без даже чехла в комплекте. Ну, наверное, да, они не экономят средства. Так как лагает здесь ТО, я как пользователь вот тупо при вас распаковал, включил и потом 17 раз его перезагружал. Точнее, он сам перезагружался. Хорошо, что работать начал. Но это моя печальная история и нескольких тысяч человек, которые уже этот смартфон купили. Ну, а разумеется, зато у нас будут сервис-центры. И сервис-центров у него здесь не будет. Ну, серые магазины, которые вам будут продавать и мне по 40-50 тысяч, в принципе, смогут его как-то отремонтировать. Почему? Потому что здесь ничего такого космического и нету. Медленная зарядка.
Нет возможности расширить память, нет eSIM. Эти минусы я 1000 раз повторял за ролик, 1000 раз повторял на Твиче. И в целом аппарат, учитывая, что это первый смартфон, является идеальным образцом второго эшелона. То есть это и не третий, но и не первый. Это второй эшелон. За внешку, за то, как его собрали. Хотя сборка тоже недостаток. Ладно, давайте по-другому. В целом, если вы смотрите его на картинке, если у вас есть лишние деньги, вы их не считаете, вы не знаете, сколько вы выплачиваете ЖКХ, у вас там айфоны валяются всех версий, и это по приколу, однозначно брать за любые деньги. Вообще фаны. То есть у меня ребенок был просто в восторге от него. Правда, когда играл в Genshin, ну ладно, мы не будем об этом, он же не про игры. Так вот, внешка вообще поставить на подсъем, рассказать, стрим провести блогерам. Однозначно свою позицию я вам обозначил. Вы с ней можете не соглашаться. Напоминаю, что на Твиче я стабильно прогоняю эти устройства, все новинки на автономность и игры. Плюс вы видите, как если будете стримить через Twitch в 720p с их родными микрофонами, вы сможете это делать. Следующий момент из нового. На лайв-канале я потом это дело выгружаю, иногда с оговорками какими-то вставляю, иногда нет. Тоже можете посмотреть, хотя бы комментарии, если вас интересуют девайсы. Свежее будет Xiaomi 12S Pro. Послезавтра он у меня будет на руках. Буду ли делать прожарку? У него, скорее всего, 2. Здесь жарить на лайв-канале, как я тестирую, нечего. Они не сделали ничего, чтобы я сказал, что запас у этого смартфона космос, кроме, конечно, внутренней памяти UFS 3.1. Конечно же, здесь это круто. 8 гигабайт оперативки это круто. Но 128 и 256 это предел. Очень много всего я вам рассказал, может быть, негативного. Если вы находитесь за границей, у вас есть возможность в рублевом эквиваленте купить его за 30 и получить новинку, разумеется, покупайте, вы приедете сюда и продадите людям, которые не смотрели мой обзор. Легко. Особенно, которые любят играть, фотографировать, либо пользоваться смартфоном, кроме как для YouTube. По автономности никакого космоса здесь нет, хотя, по идее, здесь ничего поедать так сильно и не должно. Процессор-то не супер мощный. Но никаких 10 часов, которые мы видели в других смартфонах на оптимизированных процессорах, мы не увидели. Ждем новую прошивку. Если обзор был интересен, пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. За любой комментарий огромное спасибо. Вы можете со мной не соглашаться. Я напоминаю, что я в любой железке ищу недостатки. Я абсолютно с вами согласен, что всякие яблочные девайсы это лютый оверпрайс для людей, у которых просто некуда тратить на игрушки, потому что это игрушка. Но с другой стороны, я помню, что OnePlus 9 RT стоил 21 тысячу рублей. Этот я купил за 50 и рядом не валялся этот нафиг. Ни о чем, ничто. Сами переводите. Девайсу за 23-25, да, добра и удачи вам, дорогие друзья.